Некоторые люди действительно плохи в том, чтобы быть людьми, сказал однажды Скотт, и я должен признать, что с этим трудно не согласиться, видя такие ужасные примеры жестокого обращения с животными. Этот щенок, которого позже назвали Марко, был найден в 2019 году совсем один, привязанным к забору, страдающим от трудновообразимой боли из-за множества ран и огромной инфекции. В то время он едва походил на собаку, но благодаря команде Сарсел, которая бросилась в бой, чтобы спасти его, теперь Марко не только полностью выздоровел, но и живет лучшей жизнью, которую он всегда заслуживал. Марко был ранен, инфицирован и оставлен совсем один, привязанный к забору, пока его не нашли волонтеры и не отвезли в организацию Сарсел. Когда волонтеры из организации Сарсел отправились спасать собаку, они не могли поверить своим глазам, потому что та, что они нашли, была совсем не похожа на собаку. Он участвовал в собачьей драке и был прикован цепью к забору. Его раны остались без лечения, и он сидел там на солнце, страдая, поделилась в то время Сарсел. Все тело собаки было поражено ужасной инфекцией, поэтому, когда команда наконец спасла его, у них было очень мало надежды, и они только молились, чтобы он пережил эту ночь. Его лицо распухло примерно в 5 раз больше, чем должно было быть. «Мы сказали ему держаться и бороться», — сказал Сарсел. «Мы не хотели, чтобы он покинул этот мир таким образом. Мы сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь, и он сделал то, что делают многие, он почувствовал нашу любовь и боролся как в аду». Марко провел несколько действительно тяжелых месяцев в клинике, но со временем, постоянным уходом, антибиотиками и другими лекарствами ветеринарам удалось дренировать и очищать его раны и вернуть собаку в строй. Он был на грани выживания несколько недель, так как инфекция продолжала разрушать его тело, но он справился. И характер у этого парня такой уморительный, поделилась спасательная команда. Как только щенок стал достаточно здоровым, его отдали на медицинскую передержку. Его временная мама, Кэти, позаботилась о том, чтобы у Марко был уютный любящий дом, в котором он мог бы выздороветь еще быстрее. Марко избалован до чертиков. По-настоящему избалован. Он обожает одеяло. Чтобы лечь спать, ему нужно залезть под одеяло. Он украдет одеяло у кого угодно, когда будет готов. Или найдет свое собственное одеяло или кровать, поэтому он и лежит в корзине для белья. Поделилась женщина, проведя некоторое время с собакой. Он любит играть во дворе со своими приемными сестрами Караван и Хани Бисквит. Его любимое времяпрепровождение – сидеть в эркерном окне гостиной и наблюдать за окрестностями. Он дает нам знать каждый раз, когда мимо проходит водитель доставки, почтальон, белка, кролик, кошка, собака или опоссум. Добавила она и отметила, что у Марко огромная личность, и он представляет собой идеальное сочетание глупого, милого, умного и защитного. Марко провел в клинике несколько месяцев, но, к счастью, полностью выздоровел и теперь, наконец, живет лучшей жизнью, которую он всегда заслуживал. Приемной маме Марко не потребовалось много времени, чтобы влюбиться в него. Поэтому в конце концов женщина решила усыновить собаку. Теперь щенок наконец-то живет прекрасной жизнью в окружении своей замечательной новой семьи и других собак. Марко живет своей лучшей жизнью. Его любимый человек в мире, его человеческая сестра Бриана, она его человек, поделилась Кэти. Он живет со стаей собак Stray Rescue, Пяти и Караван, одной из особенных диких девочек. Он любит прогулки и уговаривает меня пойти на прогулку, подходя к тому месту, где висят поводки, и задевая их своим носом, а затем пристально глядя на меня. Действительно трудно поверить, глядя на фотографии Марко, что это тот самый пес, который всего несколько лет назад едва не погиб. Его трансформация поразительно прекрасна и только еще раз показывает, насколько исцеляющей силой обладает любовь. У Марко был очень долгий и трудный путь к выздоровлению, но как же удивительно выглядит его жизнь сейчас. Люди делились благодарственными сообщениями за спасение Марко и были счастливы, зная, что собака наконец-то любима и любима.